Alright, here we go. Let's find a good spot to eat. What the? Здравствуйте. «2004 год. После окончания работ над аддоном Apocalypse Weekend, Стив Уик, главный идеолог студии Running with Scissors, начал рассуждать о том, в каком направлении следует дальше развивать серию Postal. Наблюдая за тенденциями игрового мейнстрима, он приходит к выводу, что насилие ради самого насилия – это попросту скучно. Еще в свое время Postal 2 был задуман как социологический эксперимент. Это была жестокая игра, которую можно было пройти без единого убийства. Нельзя сказать, что пацифистская опция была проработанной или сколько-нибудь увлекательной. Какой смысл стоять в очереди, если можно выбрать менее пассивный вариант? Чтобы убедить игроков в том, что такая опция тоже имеет право на жизнь, нужно было превратить ее в полноценный способ прохождения. Дать свободу быть не только мудаком, но еще и возможность стать хорошим парнем. Так родилась концепция о 3 путях прохождения – хорошем, плохом и безумном. Безумный – это путь по умолчанию, где игрок должен был самостоятельно определять свое поведение. Правильнее было бы назвать этот путь свободным. Безумным он является исключительно номинально. Игрок хоть и мог вести себя как последний псих, однако такое поведение не должно было поощряться. Более того, прохождение без убийств открывало возможность перейти на хорошую сторону. Хороший путь – это в ироническом восприятии Стива Уика высокомерный взгляд с позиции правых, в котором чувак должен был примерить на себя роль блюстителя порядка. Чтобы получить приглашение на службу, игроку нужно было совершить необходимое количество добрых дел. Затем он попадал в полицейскую академию, после прохождения которой открывался доступ к специальным полицейским миссиям. Плохой путь также не обошелся без политоты на уровне Твиттера. Здесь Стив Уик собирался довести до абсурда образ мышления американских левых, отправив чувака прямиком в логово так называемых экотологов, местных экологических террористов. Этот путь не позиционировался как полноценный, потому что он не влиял на сюжет и прогресс игры. Плохой путь – это такая концептуальная серия необязательных миссий, которые можно было свободно комбинировать с подработками из агентства по трудоустройству. Вне зависимости от выбранного пути, обязательными к посещению должны были стать сеансы психотерапии. Беседа между чуваком и терапевтом должна была развиваться в зависимости от того, как вел себя игрок во время игрового процесса. Цель таких мероприятий – заставить игрока задуматься, что же он делает не так со своей виртуальной жизнью. А еще лучше, если игрок таким образом получит особую эмоциональную разрядку, которая в современной психологии носит название катарсис. Именно этот термин был рабочим названием проекта, который мы теперь знаем как Postal 3. Первые подробности об этой игре появились еще в ноябре 2003 года. В телефонном разговоре с GameSpy Винс Дейзи проговорился о том, что работа над Postal 3 начнется сразу после Рождества. Игра должна была стать экшеном от первого лица, в качестве платформ были заявлены PC и оригинальный Xbox. Также Винс Дейзи пообещал, что дизайн и разработка Postal 3 будут производиться собственными силами. Что могло пойти не так? Из-за проблем с выходом аддона Apocalypse Weekend проект был отложен более чем на год, и за это время у Running with Scissors появились серьезные финансовые проблемы. Потеряв возможность содержать полноценную команду разработчиков, Винс Дейзи начал продвигать мысль о том, что Running with Scissors — это и не студия вовсе, а всего лишь клуб, участником которого может стать любой активный фанат. Особенно полезными оказались модмейкеры, которые помогли наполнить всяким интересным сборник фудшпак. Впрочем, для Postal 3 одних только фанатов было явно недостаточно. Здесь требовались более серьезные ресурсы. Предложение о разработке игры было отправлено нескольким сторонним компаниям, среди которых, конечно же, был наш любимый российский издатель Акелла. Благодаря стараниям последних, чувак в Postal 2 заговорил интонациями астраханской шпаны, что очень импонировало постсоветскому игроку. Как результат, сотни тысяч проданных дисков.
Успех игры побудил Акеллу зарегистрировать торговую марку Postal, после чего на полках российских магазинов появился аддон «Штопор жжет». Ну и, в общем-то, стопор вполне себе зажег, особенно в плане продаж. Для Running with Scissors казалось логичным, что при сотрудничестве с издателем, располагавшим большими ресурсами и влиянием, игра должна получиться как минимум не хуже собранного на коленке Postal 2. После ряда переговоров был подписан меморандум, который позволил сторонам официально приступить к совместной разработке Postal 3. Интересно то, что в качестве потенциального разработчика изначально рассматривалась некая украинская студия. Уважаемые хорошие люди, мы не будем их называть. Зачем? Что это был за разработчик, неизвестно. Так или иначе, окончательный выбор пал на студию под говорящим названием Trash Masters. Команда, которую мы знаем как Trash Masters, была сформирована в 2000 году, как внутренняя студия Акеллы. На заре своего существования они занимались созданием нишевых морских стратегий по сторонним лицензиям. Эти игры хоть и пользовались умеренным успехом, далеко идущие амбиции команды подталкивали ее к созданию чего-то более незаурядного. Да блин, скучно делать эти какие-то кораблики там. Ви-ви-ви. Надо это как-то эмоции в аудитории вызывать какие-то. В июне 2002 года студия приступила к работе над своим первым оригинальным проектом – игрой под названием Axel Rage. Разработчики намеревались создать экшен от третьего лица, центральный элемент которого, управление мотоциклом, должен был догнать и перегнать одну известную серию игр от Rockstar. Выбор основного средства передвижения проистекал из увлечения продюсера проекта Андрея Белкина байкерской тематикой. Его личный чоппер даже послужил в качестве прообраза мотоцикла главного героя. Если говорить на языке штампов из «Угрожура нулевых», Axel Rage — это проект тяжелой творческой судьбы. Основная проблема заключалась в том, что самописный движок оказался не способен переварить созданную дизайнерами графику. Это вынудило перезапустить разработку игры на движке RenderWare. Параллельно Акелла сформировала еще одну команду разработчиков, которая должна была заняться портированием «Пиратов Карибского моря» на PlayStation 2. Проект был отменен даже и не успев начаться. Западного издателя не впечатлила показанная ему демоверсия. Новоиспеченная команда устроила мозговой штурм, в результате которого был придуман другой проект на морскую тематику – Swashbucklers Legacy of Drake. Чтобы выделиться на фоне предшественника, разработчики отказались от претензий на историческую достоверность, представив свой фривольный взгляд на события войны за независимость США. О существовании Swashbucklers мир узнает из майского выпуска журнала «Страна игр» за 2004 год. Автор материала, журналист Александр Лашин, составляет его вместе с Александром Щербаковым, на тот момент пиар-менеджером Акеллы. Проходит несколько месяцев, и Лашин, последовав примеру своего тезки, полностью перебирается на работу в Акеллу, где он попадает прямиком в объятия команды Андрея Белкина. Так он становится главным дизайнером игры Swashbucklers. Так или иначе, как игровой дизайнер, Лашин дебютировал в рамках другого проекта – игры по мотивам фильма «Бой с тенью». Релиз так бы и прошел незамеченным, если бы не решение Белкина и Лашина публиковать на DTF нарочито провокативный постмортем проекта под названием «Бой с тенью», сделано с особым цинизмом. В нем разработчики признали, что создали игру всего за 4 месяца, свободное от основной работы время, и чтобы успеть к премьере фильма, им пришлось распотрошить на ресурсы многострадального Акселя Рейджа. Никто не обольщался, что из «Боя с тенью» получится высококачественный проект. С самого начала все прекрасно понимали, что будем делать трэш для маргинальной публики. В недрах студии распространено утверждение: аудитория настолько тупа, что схавает даже такую хуйню. Свой метод производства разработчики обозначили выражением «Trash and Cash». Смысл в том, что при минимуме затраченных средств и крайне сжатых сроках проект доводился до минимально приемлемого уровня качества, после чего выбрасывался на рынок. Чтобы довести эту концепцию до логического конца, разработчикам пришла идея выпустить игру от лица фиктивной студии Trash Masters. Был даже нарисован логотип. Однако дебют студии тогда так и не произошел. Постмортем «Боя с тенью» привлек к себе гораздо больше внимания, чем ожидали разработчики. Его обсуждали на интернет-форумах, в игровой и не только прессе. В то время как Белкин и Лашин не могли нарадоваться свалившейся на них славой, руководитель Акеллы Дмитрий Архипов их чувства не разделял. Касательно той статьи для DTF, но это два малолетних придурка решили хайпануть. В итоге мы их простили, но им за это досталось.
Зачем они это сделали, конечно, не совсем понятно. Они и себе испортили репутацию, и Акеле подгадили. Невзирая на мнение начальства, Белкин и Лашин продолжили поиск манящей и границы зла. В 2006 году они решили вернуться к концепции Trash Masters, но теперь уже на официальном уровне. Так была зарегистрирована компания под названием ООО TM Studios. Уже в своей следующей игре, созданной по мотивам фильма «Меченосец», Trash Masters намеревались в полной мере оправдать свое название. В игру проникло огромное количество интернет-мемов, никому непонятных локальных шуток и просто маргинального юмора. А в качестве боссов выступили такие персонажи, как дерущийся шампуром шашлычник и гигантский человек-медведь, вооруженный пулеметом Максим. Свой творческий подход Trash Masters обозвали смешным словом «постмодернизм». Постмодернизм — это когда ты смотришь фильм про социальную сеть в социальной сети, являешься клоном социальной сети, о которой снят фильм. Писал Андрей Белкин на своей стене ВКонтакте. В случае Trash Masters постмодернизм нужен для иронической дистанции. Их творчество — это уже не просто трэш ради трэша, а нечто более изысканное. История студии Trash Masters, которую можно было найти на их официальном сайте, начиналась с цитаты французского философа Жака Деррида и заканчивалась полным распадом текста в духе произведений Владимира Сорокина, классика современной русской литературы. В России конца 90-х постмодернизм служил своего рода маркером прогрессивности, употребление которого в правильной компании означало, что ты в теме и вообще шаришь. По данным Google Ngram, во второй половине нулевых, когда Trash Masters только сформулировали собственную идеологию, слово «постмодернизм» уже начало выходить из моды. Наигравшись с постмодернизмом, прогрессивная общественность поспешила поскорее от него избавиться. А добросердечные люди из Trash Masters заботливо подобрали его и приютили. Желание заработать быстрые деньги отвлекало студию от ее основных проектов. Аксель Рейдж, превратившись в откровенную копирку Безумного Макса, был переименован в Rage Rider, после чего и вовсе был отменен. Swashbucklers, в свою очередь, поменяв подзаголовок на Blue vs. Grey, ушел в сторону абсурдного фэнтези про ковбоев-пиратов. На момент своего выхода в 2007 году игра оказалась устаревшей и мало кому нужной. Сами Trash Masters после многолетнего застоя были рады, что они наконец-то смогли выпустить игру, за которую хотя бы не стыдно. Воодушевленные разработчики перекинули все свои силы на Postal 3. Одним из первых встал вопрос о выборе технологии. В студии думали о возможности модификации уже существующего движка Swashbucklers или о разработке нового с нуля. Посчитав оба этих варианта нецелесообразными, было принято решение купить готовый движок. Самым привлекательным вариантом казался Source от компании Valve. Плюсов было множество, это и распространенность движка, и его мультиплатформенность, а также немало примеров созданных на нем игр. Наконец, Source на тот момент был в 2 раза дешевле того же Unreal Engine. Выбор был очевиден. Первые художественные изыскания на тему Postal 3 берут свое начало летом 2006 года. Оригинальный визуальный стиль был задан арт-директором студии Running with Scissors Джошем Лейхлитером. Окружение на его скетчах было представлено в нарочито гротескной тим-бёртоновской эстетике. Художники из Trash Masters, вдохновившись зарисовками Джоша, продолжили развивать этот стиль. На основе их концепт-арта была создана самая первая локация для игры. Исторический момент. Postal 3 запущен на Xbox. Так, обратим внимание. Дядя Феникс работает геймпадом. На экране какая-то, в общем-то, вакханаль. А включи интерфейс, вот, который в эпизоде 2 вот этот. Вот, то есть, чтобы все видели, что это не PC-шный интерфейс. И под столом у дяди Феникса, где у тебя там под столом, работает, блядь, DevKit главное, вот. Собрав билд для Xbox 360, разработчики прихватили его на выставку Игромир 2007. Вопрос про расширение. Будет ли расширение? Да, будет расширение. Посчитав презентацию более чем успешной, Винс Дейзи отправился опустошать местный бар. С самого начала Running with Scissors не собирались перекладывать всю ответственность за Postal 3 на Акеллу. Аризонский клуб по интересам взял на себя соразработку некоторых аспектов проекта. Во-первых, это был игровой дизайн, диалоги и сценарий. Как и в случае с прошлыми играми серии, за все это отвечал Стив Уик.
Во-вторых, разработка художественного стиля игры. Как было сказано ранее, главным человеком на этом поприще был Джош Лейфлитер. Чуть позже к процессу присоединился второй художник, Джо Чернилья. Его главной задачей стало создание концепт-арта всех игровых персонажей. Наконец, третий аспект — мультиплеер. Был поручен двум модмейкерам из Resurrection Studios. Первый, Джон Мерчант, стал известен в сообществе под ником Toploader. Написав мультиплеерный концепт для модификации Eternal Damnation, Джон взялся за ту же самую задачу в масштабах Postal 3. Второй модмейкер Тим Ван Болт занялся созданием мультиплеерных карт и съемкой несмешных алапов. Вернемся в студию Trashmasters. Но, братья, внимание, дверь опечатана. Это не только самая воняющая студия Акел, это еще и самая, черт побери, секретная студия Акел. Мы, на самом деле, на секретном заводе находимся. И вообще, нас снимает еще 2 камеры, и нам потом... У нас будут проблемы, в общем. Офис Trashmasters располагался на территории так называемого секретного завода, который занимался разработками в области авиационной и космической техники. По этой причине на команду наложили жесточайшие ограничения. Им запретили бухать на рабочем месте. Кроме этого, никто из Running with Scissors не мог понаблюдать за тем, как ведется разработка. Доступ иностранцев внутрь секретного завода был строго воспрещен. Тем не менее, процесс шел. И очень даже активно. Этот период в жизни студии Trashmasters гордо называют своими золотыми годами. Trashmasters переселились в новый офис в бизнес-центре, закупили кастомную мебель, активно набирали народ, удачно показали первое демо Postal 3 на GDC и Cree. Впервые не было стыдно, по крайней мере на столь раннем этапе разработки. Заказывали аутсорс в приличных местах, шли к успеху семимильными шагами. Словом, у разработчиков все прекрасно складывалось, и в будущее они смотрели исключительно с оптимизмом. Они верили, что так будет всегда. В декабре 2007 года на DTF появилась статья под названием «Индустрия во мгле». В ней автор рассуждает о том, что интересных отечественных проектов становится все меньше и меньше. Причин тому несколько. В России так и не сложилась культура разработки, а вместе с ней институты продюсирования и маркетинга. По мнению автора, происходящее с российской игровой индустрией — это даже не кризис, а скорее полномасштабный конец эпохи, после которого все будет развиваться в совершенно другом направлении. Выражение «вомгла» стало мемом среди тех, кто относил себя к геймдев-тусовке, и породило множество дискуссий. Могу сказать про Акилу, мы совсем не во мгле, мы прекрасно себя чувствуем, у нас растут продажи, у нас растет количество продуктов, очень был результативным в финансовом плане 2007 год. В общем, мы довольны, никакой мглы особо не видим. Боссы Акеллы посчитали, что вомгла — это точно не про них. Например, вот мы делаем Postal 3, еще ряд консольных проектов делаем. Спустя несколько месяцев на российскую экономику свалилось то, что никто не мог предсказать заранее. Мировой финансовый кризис. О, ебанул кризис в 2008 году. Да, было мрачно. Кризис вынудил Акеллу пожертвовать целым рядом проектов, среди которых была 4-я часть Корсаров. Флагманский тайтл был отправлен в бессрочную заморозку. Под раздачу попали и Trashmasters. В результате сокращений треть коллектива оказалась уволена, а тем, кто остался, уполовинили зарплату. И если прежде разработчики витали где-то в облаках, веря в свои безграничные возможности, последствия кризиса быстро спустили их на землю. Где-то к концу 8-го, может быть, началу 9-го года наш дизайн-доктор, то есть я, начал вчитываться в дизайн-документы, пришел к выводу, что дизайн Postal 3, в общем-то, говно, например. Это Снафу, главный геймдизайнер студии Trashmasters. Именно он был ответственен за значительные сокращения необузданных фантазий Стива Уика. Наш главный гейм-доктор достал катану, лезвие Акамы, и давай там, значит, все рубить. Такое самоуправство оказалось не по нраву Running with Scissors, однако Trashmasters продолжили настаивать на том, что диздок является совершенно нереализуемым на практике. В итоге американским партнерам пришлось пойти на компромисс. Мы вырезали, наверное, 70% фичей из первоначального дизайн-документа. Вы можете задаться вопросом, а кто такой этот Снафу? Кто же этот злодей, лишивший нас того самого Postal 3? Под маской скрывается... Александр Лашин? Александр Лашин?
Главное тому доказательство – это его портфолио на сайте LinkedIn. В те времена, когда студия Trash Masters занималась заведомо низкопробными играми по кинолицензиям, Лашин не скрывал свою личность. И даже в некотором роде гордился тем, что он делает. Вместе с Белкиным он писал: «Публике плевать, кто сделал трэш, никто не собирается выслеживать разработчиков, укорять их за то, что сделали говно, и показывать на них пальцами на улицах». С Postal 3 дела обстояли иначе, у этой игры с самого начала была завышенная планка ожиданий. Поэтому в этот раз Лашин предпочел остаться анонимом, появившись в титрах игры и в фильме Making of Postal 3 под псевдонимом Снафу. Чтобы решить огромную плеяду вопросов касательно обновленного дизайна, из теплой Аризоны в морозную Москву был отправлен Стив Уик. Ну, я знаю, что у вас здесь бродит американский шпион где-то по офису. Что он здесь делает? Гастарбайтер. Да, у нас американский гастарбайтер, или Стив Уик, это главный дизайнер всей серии Postal, то есть это, в общем-то, ее крестный отец. В перерывах между поеданием блинисов Стив, погрузившись в свой ноутбук, занимался составлением всевозможных дизайн-документов и рисованием раскадровок. Все бы ничего, но к большому удивлению сотрудников Trash Masters Стив оказался чудовищным, совершенно нереальным интровертом. Стив не умеет разговаривать с людьми в принципе. По словам Лашина, единственным человеком, с которым Стив Уик хоть как-то общался, был продюсер Андрей Белкин в те моменты, когда тот звал его на обед. С остальной же командой Стив напрямую не коммуницировал ни по одному вопросу. Это уже его второй гастарбайт-визит в наш коллектив. Вот. Не последний. То есть сейчас он нас покинет, а потом снова вернется. Это было заблуждением. В Москву Стив Уик больше никогда не возвращался. К началу 2010 года проект погрузился в глубокую стагнацию. Или, как его называют сами Trash Masters, в состояние штопора. Несмотря на все усилия, у разработчиков никак не получалось превратить игру во что-то цельное и осмысленное. Мотор рычит, масло льется, а машина не едет. Так продолжалось вплоть до осени 2010-го, пока Trash Masters наконец не поняли, что жить так больше нельзя. Хуй с вами, что заработать сейчас? Делайте игры побыстрее, блядь. Перед командой встала цель – доделать Postal 3 любой ценой. Для этого они, по сути, вернулись к старой проверенной схеме Trash and Cash – максимально быстро возвести новую игру на руинах прошлой. От нелинейности было решено отказаться сразу, а мультиплеер и версии игры для Xbox 360 были отложены в долгий ящик. У аризонского клуба по интересам дела обстояли не лучше. Затянувшаяся разработка вкупе с сомнительными маркетинговыми решениями высосали из карманов Винса Дэдди последние деньги, что поставило крест на дальнейшей соразработке. Исход практически всех сотрудников из Running with Scissors приводит к потере творческого контроля над проектом. Среди ушедших оказался и наш старый знакомый Стив Уик. Это был конец эпохи. На данном этапе Trash Masters вернулись к основам, а именно переехали обратно в главный офис Акеллы. Чтобы наконец закончить игру, студия нанимает новую команду скриптеров. На момент прихода готово было чуть больше, чем нихуя. Практически всю работу, осуществленную прошлым скриптером, пришлось переделывать заново, потому что она, по мнению новой команды, не соответствовала техническому заданию. Наверное, 95% скриптов было переписано, и еще в несколько раз больше было написано с нуля дополнительно. Помимо огромного объема работы, который нужно было сдать в ограниченные сроки, скриптерам пришлось разбираться в путанной технической документации. Несмотря на значительно упрощенный дизайн, игра продолжала рождаться в муках. Один уважаемый человек, зайдя и смотря, как мы играем в билд очередной, после сказал: а чё, не говно ж получается. Вот нас как-то эта фраза очень вдохновила, мы решили, может, надо еще постараться, давайте еще поднажмем тут. Вот. Мы стараемся, правда. Все эти старания не прошли даром, и уже к середине 2011 года у игры появилась осязаемая структура. Теперь ее можно было пройти от начала и до конца. Затем команда взялась за создание катсцен.
На ранних этапах разработки предполагалось, что они будут реализованы на движке игры. Это оказалось непрактичным из-за огромного количества времени, которое требовалось на их скриптование. По сходным причинам разработчики отказались от варианта с анимированными комиксами. Вместо этого в ход пошли пререндеренные катсцены, которые для пущей выразительности были стилизованы в духе фильмов категории Grindhouse. Главной проблемой такого решения стал огромный вес файлов. Из 13 гигабайт, которые игра занимает на жестком диске, больше 8 было отведено исключительно под видео. Озвучка главного героя в этот раз была поручена актеру Кори Крузу. Его кандидатуру предложил Рик Хантер, прошлый голос чувака, который из-за проблем в личной жизни не смог поучаствовать в проекте. Если же говорить о русскоязычной локализации, то, конечно же, груз... Postal 3 не доверили? Груздио в этот раз не было. Друзья, здравствуйте, меня зовут Денис Колесников, я голос проекта Кураж Бомбей, и сегодня мы будем озвучивать игру Postal 3. Из-за экономического кризиса в Штатах американцев тут было хоть говном ешь. Они грузовиками переправлялись через границу, чтобы найти себе работу. Раздолбайская манера Колесникова в духе одноголосых переводов эпохи ВХС добавила в игру своего низкопробного шарма, позволив Акеле сэкономить на команде актеров. Вот и гонорар. Ну или не совсем сэкономить. Звуковыми эффектами в Postal 3 занимался человек по имени Петр Сальников. Но тем не менее, я думаю, что вы знаете что-нибудь о Postal 3. Да, я делал для Postal 3 звуковые эффекты, как тебе такой поворот? Но, честно говоря, 15 минут назад я делал на него обзор в прямом эфире и сказал, что ничего хуже звуковых эффектов в Postal я не слышал никогда. Я специально. И этим все сказано. После того, как звуковая часть была закончена, разработчики собрали бета-версию и отправили ее в релиз. Postal 3 ушел на золото. Ура, товарищи! Сколько можно ждать? Третий Postal. Хуйню опять словите, работайте давайте. 23 ноября 2011 года. Наступает время Че. Коробки с Postal 3 отгружают во все игровые магазины. Игроки, купившие ритейл-версию в день выхода, обнаруживают, что активировать игру можно будет в ночь на 24 число. Тем, кто совершил предзаказ на Гамма-Гамма, повезло еще меньше. Вместо обещанного раннего они получили эксклюзивный поздний доступ к игре. Когда Postal 3 наконец добрался до российских игроков, стало понятно, что всем подсунули совсем не ту игру, которую так долго обещали. И дело тут не только в ужасном техническом состоянии. Многие задания в Postal 2 можно было выполнить несколькими способами. Shit. I'm sorry. Shit. Guess I better find the drop box. Игра ставила ту или иную цель, но никак не объясняла, каким образом ее можно выполнить. Игрок должен был сам обнаружить этот способ. Дизайн Postal 3 превратил способы прохождения в пути, что очень формализовало геймплей. Игра сразу выкладывает карты на стол. Можно сделать так или эдак, и не нужно ничего искать. Просто выбирай. Мало того, что миссии в игре оказались скучными и репетативными, в них не осталось никакой свободы, которой был наполнен Postal 2. Тебя хочу. Искусственный интеллект в Postal 3 должен был сыграть не менее важную роль, которую он занимал в Postal 2. Дизайн-документ, который описывал все тонкости поведения местной массовки, начинался с фразы «ИИ — это самый важный аспект игрового дизайна, который или сделает, или уничтожит весь продукт». Движок Source оказался совершенно непригоден для реализации задумок Стива Уика. Весь геймплей Half-Life 2 был построен на постановочных ситуациях, а противники не отличались большой сообразительностью. В коллективе Trashmaster зародилось высказывание: на движке Source можно сделать любую игру, если эта игра Half-Life 2. За неимением в движке скриптового языка программисты написали свой собственный. На его основе скриптеры безуспешно пытались создать модели поведения персонажей. Вот, толпа довольно живенько реагирует на Дуда. Ну, на самом деле сейчас немножко тормозно. Вот, но вообще система интеллекта, как и в Postal 2, уделяется довольно большое внимание. В
команде постоянно царила неразбериха. Технические задания часто противоречили друг другу, а сами разработчики едва понимали, зачем это вообще все нужно. И, в принципе, не обязательно, если у тебя там в руке гранатомет с кошкой воткнутый, знать, что какая-то тетка купила молока и пошла к себе домой покормить ребенка, может быть, это не столь важно, сколь можно засунуть эту кошку куда-то. Как результат, тупейшие NPC, взаимодействовать с которыми нет никакого интереса. Дело в том, что искусственный интеллект в этой игре настолько хорошо прописан, что враги настолько хороши и сильны, что им даже не надо в вас стрелять. Они просто спиной уходят от вас в другие комнаты. Они слишком умны. Человеку тут просто делать нечего. И так было во всем. Игра разваливалась прямо на глазах. После релиза последовало несколько патчей, которые хоть в чем-то и помогали исправить игру, но уже не могли спасти ситуацию. В марте 2012 года, сразу после выхода игры в Steam, команда Trashmasters была благополучно распущена. Все планы по дальнейшей поддержке Postal 3 были отменены. Узнав об этом, Running with Scissors потребовали от Акеллы, чтобы те предоставили официальный SDK, который в теорию позволил бы, если и не силами студии, то силами фанатов компенсировать нанесенный ущерб. Но было уже слишком поздно. В послекризисные годы деятельность Акеллы практически не приносила прибыли. Так продолжалось вплоть до лета 2012 года, пока не объявились кредиторы, которые потребовали от компании вернуть им небольшой должок общей суммой более 200 миллионов рублей. Банкротами руководители Акеллы становиться не хотели. С горем пополам долги все-таки удалось погасить, рассчитавшись с помощью нераспроданных дисков. Компания вроде бы и осталась на плаву, однако ее деятельность постепенно сходила на ноль. Когда стало очевидно, что от Акеллы уже ничего не добьешься, Running with Scissors устроили распродажу, где Postal 3 отдавали за какие-то смешные деньги, а затем и вовсе решили убрать игру из своего онлайн-магазина. Страничка игры в Steam до сих пор доступна только по одной причине – у студии нет над ней контроля. После того, как права на интеллектуальную собственность Акеллы оказалась в руках третьих лиц, узнать, у кого теперь есть контроль над страничкой Postal 3 в Steam – это крайне нетривиальная задача. На бумаге Акелла продолжила существовать вплоть до августа 2021 года, пока компанию не исключили из реестра юридических лиц. На данный момент права на торговую марку Акелла и на некогда ее главный бренд Корсары принадлежат фирме Russellit-Torg, владельцу мобильного оператора Экомобайл. Что тут можно сказать? Ждем Корсары для мобилок. Это была история разработки Postal 3. История игры, у которой, вне всяких сомнений, был огромный потенциал. К сожалению, ударивший в голову разработчиков великорусский комплекс не позволил адекватно оценить имеющиеся возможности. В общем, все так хорошо складывалось, что любимый-то анекдот тогда был, что надо срочно Третью мировую развязывать, точно выиграем. Вера команды в собственную исключительность была подорвана из-за внезапно грянувшего мирового финансового кризиса. И тут совершенно четко стоит понять, что вот дизайн, который сейчас у нас в нашей базе висит, и над которым там работал Стив, вот в том виде, в котором он себе представляет, он просто, невозможен. Никаким образом. На качественное переосмысление изначальной концепции Trashmasters оказались неспособны. Проблемы финального продукта крылись не только в ужасном техническом состоянии. Он был неудачным в самой своей основе, на уровне геймдизайна. Вы можете уважать разработчиков за попытку посмотреть на серию под новым углом и даже попытаться найти в игре что-то хорошее. Однако глупо будет отрицать то, что для значительной массы игроков релиз Postal 3 обернулся огромным разочарованием. После нескольких лет интенсивных кормежек пустыми обещаниями люди просто почувствовали себя обманутыми. Мне кажется, или меня опять наебали? Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. На самом деле Postal 3 это далеко не самая худшая игра на свете, и реабилитировать ее можно, в теории. Например, у нас есть такие многообещающие проекты, как Postal 3 Unreal и Catharsis Reborn. Создатели этих модов уже вложили в них немало времени и сил, так что пожелаем им удачи в этом непростом деле. Только эти ребята могут превратить Postal 3 во что-то удобоваримое. Но в то же время не стоит строить иллюзии. Тот самый Postal 3, каким его задумал Стив Уик, был утопией с самого начала. И мы его уже никогда
не получим. Вот и все, что было. Не было и нету. Все слои размокли. Все слова истлели. Все как у людей. Все как у людей.